«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гости программы «Звездная гостиная», очаровательная женщина, заслуженная артистка России Галина Михайловна Улетова. Здравствуйте, Галина Михайловна. Здравствуйте. Добрый день. Галина Михайловна не просто, вот как говорят, там, исполнительница романсов, исполнительница того всего. Вот как-то так получилось, что в вашей творческой судьбе вам удалось охватить разных жанров песенных, да? Да. И дорога к сцене была не совсем такой легкой. Да, не увита лавровыми венками. Тем не менее, все же неудача, наверное, а все-таки судьба. Судьба — это, вот знаете, как я православный человек говорю, суд Божий, судьба. Судьба все-таки привела к грандиозному успеху, потому что и в Москонцерт с ранних лет, можно сказать, все равно вы попали, да, и началась бурная деятельность, такая уже артистическая. Я бы хотел задать только один вопрос вам. Вот вы с самого раннего детства мечтали быть певицей? Артисткой. То есть артистское кино или... Да, неважно, артистка и все. Как большинство, наверное, девочек, да? Вот конечно. Все хотят быть либо певицами, либо артистками. Либо топ-моделью. Давайте сейчас послушаем песню, чтобы погрузиться в этот мир прекрасной настоящей песни, которой нам так сегодня не хватает в многочисленных радиостанциях и даже на телевидении. Я думаю, что пусть прозвучит Алексея Мажукова, музыка на стихи Николая Зиновьева, песня «Красная стрела». Это самая моя любимая песня, и я до сих пор ее пою в концертах. То есть возобновила ее заново, сделала аранжировку заново, и когда зрители услышали, каждый раз просят спеть «Красную стрелу». Поэтому, конечно же, я с нее думаю начать. Вот ваша «Красная стрела», она прям попадает в сердце. Слушаем и наслаждаемся этой песней на волнах Радио ВОС. Напомню, Галина Михайловна Улетова, заслуженная артистка России. Красная стрела ночью отойдет, я тебя люблю, а ты? Красная стрела от меня сейчас вихрем оторвет мечты. Между нами ночь пропастью растет, я тебя люблю, а ты? Разлукой в полземли умчавшийся твой след, твой след. Где взять мне силы разлюбить тебя, не видеть горьких снов? Где взять мне силы развенчать тебя, не верить в нежность слов? Рейс не отменить, время подошло, и все. Красная стрела в памяти моей пламенем прошла, и все. Красная стрела сердце обожгла, счастье унесла, и все. И только тишина ко мне теперь нежна, ко мне теперь нежна, нежна. Где взять мне силы разлюбить тебя, не видеть горьких снов? Где взять мне силы развенчать тебя?
красная стрела. Ночь, ночью отойдет. Красная стрела. Друзья мои, замечательная песня, замечательная потому, что вот ассоциируется с лучшими моментами российской песни, российской эстрады. В каком году вы записали эту песню впервые? Впервые я ее записала около 80-х годов. Тогда вот эстрада была такой, знаете, прозрачной, легкой, да? Мощная еще, хочу сказать. Мощная по музыке, мощная по гармонии, по решениям. Форма песен была очень интересная. Она не была одинаковая. Песни не были одинаковые. И диапазонные песни, которые я очень-очень любила. Я же о чем говорю, что вот вы в разных жанрах пели и высоко, и пониже. Голос такой замечательный, узнаваемый, брендовый, я бы сказал, как сегодня модно говорить. Вы на самом деле со своим очарованием, я просто знаю мнение многих людей, кстати, низкий поклон и большой привет передает руководитель вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца» Виктор Семенович Харкизян. Да. Ой, спасибо большое. Вот, он так вами восхищается всегда. Он говорит, он так сказал, Галечка, говорит, это гордость Москонцерта, это гордость советской и российской песни. Действительно так и есть, потому что вот эта вот мощнейшая организация была Москонцерт. Всегда люди, мечтали попасть, потому что если уже попадаешь в Москонцерт, то ты уже настоящий артист. А мне хочется сейчас немножко вернуться к истокам. Вот, все-таки, знаете, проходит время, и каждый раз человек, оглядываясь на свое прошлое, наверное, по-разному относится к тому, что было, да? Скажите, пожалуйста, вот ваше детство, ваша юность, ваша вот как это была там попытка неудачно поступить, Зеленый театр. Да, на ВДНХ. Вот, вас это сильно тогда разочаровало? Да, эстрадная мастерская. Дело в том, что я не поняла, как я отреагировала на это. То есть у меня, видимо, вот изначально воинствующий характер. Да. Победительница такая. Нет, значит, пойду в другую дверь. В итоге. Вот я очень благодарна, что тогда я встретилась с Георгием Виноградовым, который научил меня лирические песни, высокие-высокие петь. Тогда я подготовила репертуар с ним, но дело в том, что мне было и ни направления из филармонии Нижнего Новгорода, ни прописки московской. Короче, меня не взяли только поэтому. В общем, мы приехали как гастарбайт, так как сегодня говорят. Получилось так. Но в итоге я дальше продолжила заниматься в самодеятельности Нижнего Новгорода. И когда приехала на гастроли ансамбля «Гунип» из Махачкалы, это самые первые тогда появились ансамбли уже инструментальные, настоящие, с эстрадной программой, и ансамбль настоящий. Музыкальный ансамбль, хорошие, крепкие музыканты были. Вот. И я случайно услышала про этот концерт, и случайно я попала на концерт. И случайно там случайно подслушали. подслушала разговор, что им нужна певица. И в итоге я настояла, что меня послушали после концерта. И через 3 дня я сбежала. То есть я, если честно, я просто сбежала из дома. То есть немножко такой авантюризм есть у вас, присутствует. Да. Я знаю, что потом и папа поехал за вами. Папа поехал за мной, конечно же. Как это дочь убежала из дома неизвестно куда? Неизвестно куда, не спросясь, а тем более у них такое мнение об артистах далеко не мягкое. Но, тем не менее, вы же из музыкальной семьи. Да, он был первый парень на деревне, он же потрясающий баянист был. Вот. А когда у него не было еще ни баяна, ни гитары, ничего не было, то в детстве он брал доску, набивал гвозди, натягивал конские хвосты и играл как на балалайке. Потрясающе. Вот какая у него любовь к музыке была. И от этого, наверное, такой характер и вам передался, потому что Наверное. вы напролом прям шли. Да. И, мне кажется, правильно делали, потому что в итоге мы имеем заслуженную артистку России, гордость, можно сказать, эстрадной песни Галину Спасибо. Михайловну Улетову, простите. Знаете, что я и Улетова, потому что родная фамилия моя Улетова. А когда я попала уже на профессиональную сцену, то меня быстро очень торопились к конферансье называть мою фамилию. И звучала какая-то неимоверная первая буква УО, дальше потом ТВА. А конец Улетова что?
Где? Какая Не фамилия? успевали Не расслышать. успевали расслышать, и меня замучили, деточка. Тогда же, Какая ж знаете, фамилия у тебя? да, тогда же были конферансье, которые говорили таким настоящим поставленным голосом, а вот Ну, какие-то... конферансье-эстрадники нет. Да, нет, а сталкивались когда с какими-то небольшими трудностями, становился тупик, непонятно почему. Ну вот, и замучили меня вопросами, как же моя фамилия. Поэтому я перевела «ё» на «е» у Летова, и тогда они уже ничего не смогли. И даже немцы меня называли... Ну, я в Германии, Мгм. 5 лет я выезжала в Германию, и также на радио, и на телевидении снималась. Была популярна я у них певица, хотя немецкого не знала, но пела вовсю. Во всю Ивановскую пела, у меня Ну слух это же ГДР, это нормальный, все да. один был как бы Они меня соцлагерь. называли Ульетова. Еще интереснее. Да-да-да. Ну, давайте послушаем следующую песню. Вот новый диск я выпустила, назвала я его «Свеча горела». В этот диск включила в основном романсы современных авторов на стихи поэтов Серебряного века. Но вот в одной программе, которую я еще составляю программы, у меня еще и режиссерский, так сказать, есть запас, потому что ГИТИС за моими плечами, закончила ГИТИС режиссер. Ну, много программ у меня, очень много программ. Я составляю и для других, и для себя. Именно о Серебряном веке у меня была программа, но не хватало мне романса Ахматову, ни одного. Ну, вот знаете, ну, Для иллюстрации, так сказать. ну, чтобы- так, да, для добавления Мгм. к рассказу о ней. И в итоге я написала романс, называется «Нет, царевич, я не та». Музыка моя. Вот послушайте, мне очень интересно и любопытно знать мнение слушателей. Нет, царевич, я не та, кем меня ты видеть хочешь, и давно мои уста не целуют, а пророчат. Не подумай, что в бреду и замучена тоскою, громко кличу, громко кличу, громко кличу я беду. Ремесло мое такое, умею научить, чтоб нежданное случилось, как навеки приручить ту, что мельком полюбилась. Славы хочешь у меня, попроси тогда совета. Только это западня, где ни радости, ни света. Но теперь
пред Господом отвечу. Нет, царевич, я не там. Дорогие радиослушатели, Радио ВОС, хочу еще раз напомнить вам, что сегодняшняя гостья очаровательная женщина, которая могла бы блистать во многих фильмах, блистать на театральных подмостках, но вот выбрала путь певицы. Это заслуженная артистка России Галина Михайловна Улетова. Галина Михайловна, ну вот аккомпаниатор, расскажите, пожалуйста, кто так прекрасно аккомпанирует? Потому что чувствуется, что он ловит каждое ваше дыхание. Вот самое главное, это Виктор. Для певца это самое важное, когда тебе полувдох, полувзгляд, и уже человек понимает, что дальше делать. И вот у меня поначалу была Ивета Болотина, заслуженная артистка, светлая память, Царство небесное. Я ей очень благодарна, и она меня готовила даже к конкурсам, которые были в Сочи. И здесь, в Театре эстрады, был конкурс. И благодаря ей у меня был репертуар очень точный. Я, по-моему, если не ошибаюсь, ей было что-то за 90 или 90 лет. 92, по-моему, 92 да. года. Вот. Дай бог каждому, как Да, говорится. да. Она... сколько энергии, сколько понимания, сколько понятий каждого исполнителя. Так что вот мне с ней повезло изначально. Вот. И сейчас я считаю, что очень повезло с Димой Мальцевым. Он композитор, он поэт, он пианист, он не только как аккомпаниатор, он пианист. Он так хорошо играет классику, я вам передать не могу. Вот, поэтому вот этот новый диск «Свеча горела», который мы выпустили с ним, в основном на этом диске он играет его аранжемент остальных романсов. И могу сказать, что только его подсказки мне помогли найти точные решения Ведь каждого все-таки романса. такие стихи, понимаете, в чем дело? Вот положить на музыку, кажется нам, слушателям, что это так просто, дорогие друзья. Нет, это очень непросто, потому что здесь вот музыкальная часть и Да. подача артиста, вот вы проживаете это все, пропускаете через свое сердце, через душу, и в то же время вот аккомпаниатор все это ловит, и вместе получается такое, знаете, На одном очарование, да, дыхании, на одном да, дыхании. да, Потому да. что когда бывает вот хорошая песня, казалось бы, чувствуешь какой-то диссонанс. Здесь же все потрясающе на самом деле. Поэтому я думаю, что люди, которые ценят настоящий романс, вот такой классический, да, я всем советую послушать, потому что тем более такие стихи, Серебряный век, там еще на чьи стихи, скажите, пожалуйста, вот в этом На диске? Ахматову, Набокова. Вот, кстати, Набокова я хотела бы предложить вам. Набокова, Цветаевой, Ну Пастернак да, «Свеча горела» я да, пою, да. такие Да. поэты, которые, в общем-то, к ним-то и прикасаться надо особенно осторожно, потому что, вы Мгм. знаете, часто современные исполнители под это бум-бум-бум начинают петь там и несчастного Есенина, который, наверное, И так бы... искажает м, смысл стиха, что м, просто так больно даже. Во-первых, понимаете, они, до них не доходит, о чем они поют вообще, за Мгм. что они взялись Да. вообще. Они слышали, что да, вот там есть Есенин, там вот какая-то это, но на самом деле это так звучит как-то, ну вот, стыдно, мне кажется, так петь. Но не понимает, молодежь не Да, понимает. потому что Им даже и некому внушить, подсказать, да, потому да, что подсказать. школа уже, к сожалению, школа начинает теряться. У нас всегда Мгм. говорили в стране, вот действительно было образование, ваши учителя, вы же учились и в ГИТИСе, и В музыкальном музыкальном училище, училище, да, консерваторском. Да. консерваторское. Это же там были какие О, преподаватели, которые глыбы настоящие. Вот назовите, пожалуйста, несколько имен. во первых строках Клавдия Андреевна Фортунатова, моя педагог по вокалу, это музыкальное училище при консерватории. Виктор, вы даже не представляете. Вот действительно, я вот взяла же со второго курса, я пошла работать в ресторан, потому что в ресторане мне, ну, так случайно, опять Ну, случайно опять же, нужно же было... вышла, спела одну песенку, а мне говорит, а приходи к нам, поработаешь. Не, ну дело в том, что надо же было как-то жить еще в то Ну да, время, надо было конечно. жить. И я пошла и попросилась на самый дальний, тогда был ресторан, называется «Северный», Мгм. в Марьиной роще. Но я ей сказала, я говорю, Клавдия Андреевна, вот так и так.
Она говорит: ну что, Галя, если помешает твоя работа нашим занятиям, значит, ты уходишь оттуда, не будешь работать. Но в итоге получилось так, что днем-то я распевалась классической манерой, классической, и по-настоящему звук у меня, она вырабатывала со мной, отрабатывала. Вот. А к вечеру я же уже распета, я же уже в Эстрадные песни форме. уже. И я пела такие вещи. И мало того, что я опять благодарна своему потом уже мужу, руководитель был Миша Кудрявцев, он в ноль снимал записи зарубежных певиц. Это Карина Карпентер, это Даяна Росс и Мина. Вот этих 3 китов я, в общем-то, учила даже по месяцу одну вещь. Я снимала в ноль. Снимала А у вас эти вещи. есть такие записи вообще остались? Нет, Жаль. немецкие у меня остались, на Мгм. немецком языке Дело в том, остались. что, дорогие друзья, это сейчас кажется нам, что можно спеть все что угодно, а тогда за этим четко следили. То есть Ну да, и не разрешали не ещё, разрешали, да. да, петь. Ну вот Михаил мне снимал в ноль, и я учила эти песни. Это Когда тоже своеобразная же такая хорошая школа, Да. на самом И деле. вот она мне сказала, что: Галя, помешает — уйдешь, не будет мешать — работай на здоровье. Ну, в итоге и то, и другое мне помогало вкупе. И я ей очень благодарна. Ну, а в ГИТИСе был у нас режиссер Сан Саныч Бармак. Ой, своеобразный очень педагог. Он с нас 3 шкуры снимал. Ну, Вот честное понимаете, вот слово. они были тогда, люди вот этой эпохи, они были честными по отношению к себе и по отношению к Да, ученикам, потому что да. это сейчас там, знаете, уже какие-то непонятные взаимоотношения в плане того, что кому-то поблажки какие-то, Да. кому-то что-то. Тогда Нет, у нас требовался талант. Талант, да. либо ты это поешь так, либо ты вообще уходишь, скажем так. Мгм. Нет, я с точки зрения режиссуры, вот Бармак в нас вложил, хоть мы и уже взрослые люди были, и это 82-85 годы, вот, но тем не менее он от нас добивался того, чего Подачи хотел. вот этой. Да, и решение, и видение режиссерское. Он научил нас, многому научил. Ведь это очень важно, на самом деле, как артист себя доносит, Да, как себя ставит и как да, он да. себя преподает публике. Это Мгм. нам кажется уже, когда готовый продукт, мы смотрим, и кажется, что вот поет да поет. А на самом деле это какая работа, какая Там школа. столько подходов надо. И мне иногда спрашивают: как это у вас получается? Прям до слез. Вот тут вот прямо взяла, ушла. В тишине каждое слово было слышно на пиано. Я говорю: ну это же дыхание. Это за счет дыхания мне нравится использовать дыхание именно в нюансах вокальных. И не каждой певице, к сожалению, это дано. Я не хвалю себя, нет, но я радуюсь, что у меня получается. И я тоже очень радуюсь, и многие наши радиослушатели, и целая эпоха жителей России тоже радуется, потому что хорошо, что вот есть вы и ваше творчество. И на самом деле, я еще раз вернусь к Виктору Семеновичу, да, не зря он говорит, она особенная. Действительно, я когда послушал вот многие записи там в интернете, да, Мгм. я послушал некоторые там статьи, и действительно был такой случай, вот расскажите, пожалуйста, вот потом перейдем на Какой? песню, Да. о том, что даже в свое время у вас она очень ревностно относилась, когда кто-то пел ее песни, Эдита Пьеха. Да-да-да-да-да. Да, она ко мне подошла. Это же был конкурс в Сочи, песня 76. Я вышла. Опять-таки, вот Ивета Болотина меня подготовила. И я спела «Радугу». «Любовь, как радуга над полем». Вот. И она ко мне подошла: деточка, я очень ревностно отношусь к моим песням. Ну, у тебя она получилась, молодец. То есть вот она как-то меня поддержала, но все-таки 3 тура. Мгм. 3 тура надо было спеть, каждый тур 3 новых произведения. И одна еще специальная, одна для всех, каждый исполнял одну и ту же песню в своей интерпретации. И мне повезло, значит, Терентьев — это «Пусть дни проходят». Мгм. Мы с тобой не первый год встречаем. Вот это танго. Он был в жюри, и эта песня была единственная его песня, исполненная мною. Мгм. А дальше романс «Пускай сложилось все иначе, и счастье встретилось с другим». Это Туликова. Немножко я сейчас после жары не могу петь. Надсадный звук идет, мешается У немножко. нас действительно сейчас в Москве как в Да, тропиках. да, жара какая караульная. Вот. И этот романс, и
именно только под фортепиано. А тогда же все песни исполнялись под ансамблевое сопровождение. Да-да, и потом перейти вот в Да. таком ключе, это Это ж вот не я вам просто так. рассказала про этот конкурс. Конкурс на лучшее исполнение советской песни. И вы знаете, я получила первую премию. Да я-то знаю, я хочу, чтобы слушали, это тоже знали, Да. да. Вот удивительная судьба, еще раз говорю. Вот кто-то скажет, это все стечение случайных каких-то обстоятельств. Нет, друзья мои, случайного ничего не бывает. Я не верю в случай, я верю в провидение, что так должно было Ну, быть. видимо, да. Потому что, знаете, вот говорят, вот случай помог, там, допустим, убежали вместе с ансамблем, случай помог, что там был вот этот композитор как раз Да на его что-то случай, что ехал, подозрительно. да, слишком много случайностей. Случайностей Это много. система уже такая на самом деле. Давайте следующую песню Вот послушаем. давайте Набокова послушаем «Кленовый лист». И еще хочу отметить, мне очень везет и до сих пор везет с авторами. То ли это поэт, то ли это бывает композитор. Я у них выбираю самые уникальные произведения. В данный момент вы услышите совершенно необычное решение Вячеслава Семенова, тоже светлая память, ушел, к сожалению. Очень интересный автор, музыкальный, кстати, очень настырный был. Он мог в 2 ночи мне позвонить и говорить: «Галя, написал, ну послушай, ну, Славочка, давай утром». «Не могу, давай, послушай». Ну вот, короче, и вот он написал на стихи Набокова «Кленовый лист». Послушай. На черный бархат лист кленовый я как святыню положил. Лист золотой с пыльцой пунцовой среди холодных тонких жил. Я как святыню положил, и с ним же рядом неизбежно старинный стих, его двойник, простой и радужный и нежный, в душевном сумраке возник. Старинный стих, его двойник, и все нежнее, все смиренней он лепетал, полутаясь, но только слушал лист осенний, на черном бархате светясь. Он лепетал, полутаясь. Дорогие радиослушатели, я сегодня получаю огромное удовольствие от общения с Галиной Михайловной Улетовой, заслуженной артисткой России. И прихожу к выводу, что когда соприкасаешься вот с человеком такого уровня, когда понимаешь, что человек представляет огромный пласт прекрасной советской песни. Вы говорите, всегда мне везет там вот авторы, потому что вы притягиваете, мне кажется, этих
раньше приходилось бегать за авторами, на самом деле, да? Да. Чтобы у них эту песню какую-то вырвать, потому что авторы Нет. считали себя выше. Сейчас артисты, вот, например, поют песни, да, никто не знает, кто написал эту песню. Вот слушают по радио, к сожалению. А тогда наоборот. Если там Пахмутов, еще кто-то, да, там Добронравов, там какие-то композиторы, то это уже сразу Зацепин, скажем, звучит фамилия, да, там уже эта песня, она обречена на успех, и уже вы можете смело где-то петь и знать, что у вас уже будет успех. Ну, я Тогда все новые брала Нет, а песни. тогда приходилось все-таки бегать некоторым. А вам вот повезло, что вы выбирали у авторов. Это значит, они вас очень любили, уважали и ценили ваш талант, видимо. Да, я выбирала-то не по причине, что они или популярны уже, или будут популярны. Нет, я выбирала то, что мне близко по душе. Да. И мне удивлялись, ну что ты опять взяла неизвестную? Ну кому это надо неизвестной петь? А я не заради аплодисментов. Я брала песни, в которых я могла что-то сказать свое, рассказать свое. Раскрыться по-своему, да? Вот. Амар Григорьевич Фраткин, вот, кстати, я с ним работала с ансамблем «Добрый молодец», с Вио «Добрый молодец», 5 лет. Я выступала у него в концертах и пела немного, 3-4 самые максимум песен. Но тут вот какой характер-то у него был. Не приведи, Господи, если у тебя будет плохое настроение, или ты там недомогание какое-то у тебя будет. Не, даже знать не хочет, Всё не хотел. надо оставлять дома Артистка настроение. вышла на сцену, все, будь любезна. И я иногда так дрожала. Виктор, передать не могу. Я иногда дрожала до такой степени, что кто-то крайний из музыкантов стоял, «Добрый молодец» мне же аккомпанировали. Мгм. Я к кому-нибудь подходила и говорю, там, Сереж, постой здесь немножечко, я к тебе прислонюсь, потому что у меня сейчас ноги подкосятся. Ну, вот, в общем, такое было. Но я, опять-таки, вот еще одна школа. Музыкальная школа — это Алексей Мужиков. Это уникальный музыкантище с большой буквы. У него даже аранжировки можно слушать как отдельные музыкальные произведения. То есть воспитание от этих людей я получила хорошее. Ну, вы от каждого брали что-то Да. лучшее, а потом плюс еще ваше, наверное, природное какое-то такое сердце подсказывало, к чему стремиться. Потому что кто-то скажет, на первый взгляд, вот какие-то стихи, скажем, какая-то мелодия, скажет, ну, может быть, где-то что-то невзрачно. Смотря кто как подаст и споет. Любую песню можно и испортить, и можно ее поднять, так сказать, до шлягера. Поэтому в вашем исполнении вот я лично вижу всегда колоссальную работу души, колоссальную работу и аранжировщиков, и аккомпаниаторов. И все-таки вот вы обмолвились о том, что вот там тогда была такая музыка, да, потому что были все высокообразованы, высокопрофессиональные, Верно. и на стихи Верно. профессионального поэта, на стихи, значит, аранжировку делали кто? Опять же, это же не люди пришли с улицы, там, Настоящие настоящий музыканты музыкант, да, с образованием, да, с да. большим, да. И поэтому получались такие продукты. Вот сегодня продукты тоже, как я сегодняшним языком говорю, на самом деле это бессмертные произведения, к этому еще мы вернемся, потому что история, она циклична, надоест вот это вот. Я часто говорю в программах своим собеседникам, что песни-то перестали называть песнями, они называют треки. Мы вот записали новый трек, записали, грубо говоря, по-другому новый хлам и загрузили в интернет. Как мы любим эти чужие нам слова. Как мы любим Да, их. да, да. И Мы по всё- делу, и не по делу Все, что использовать. где-то мы услышим, К сразу сожалению. начинаем использовать, да. Да. Слава богу, что вот есть то, чем мы можем наслаждаться, и мне хочется, вот мечтается, что вот, потому что на наших даже ретро-радиостанциях вот большая часть звучит одних и тех же произведений, одних и тех же каких-то исполнителей, которые, в принципе, уже нам в какой-то степени приелись и надоели. Поэтому хочется сказать, если у вас вот где-то концерты в ближайшее время, тут, может быть, будут, чтобы москвичи или другие жители России пришли на ваши живые выступления, планируете выступать? Да, я планирую, но, во-первых, в строках очень рада, что у меня получилось продолжение моего спектакля, посвященного памяти Высоцкому. Я обратилась к его творчеству вот так скрупулезно, и, знаете, было не просто сначала понять его интонацию, а она у него есть. Хотя все говорят, он одинаково поет, он вот хрипит, вот все. Да нет, ребята,
Это все очень далеко неоднозначно. И поэтому у меня родилась программа «Кони привередливые». Такая музыкально-поэтическая композиция получилась. А совсем недавно, год назад, я предложила моим друзьям, с которыми очень так тесно подружилась, это с актерами из дома актера. Труппа есть такая «Блуждающие звезды». Режиссер этой труппы Тихомиров Павел. Я ему рассказала про мою эту работу, и он поначалу так, что, а что нового, что ты скажешь? Я ему отдаю съемку этого спектакля, который был в Рязани. Это в был театре. моноспектакль, да? Нет, это был спектакль по книге Марины Влади «Прерванный полет». Я читала отрывки, я пою 7 песен Высоцкого, и был еще один участник, гитарист, автор-исполнитель. Вот. И я показываю Павлу эту работу, благо, что она у меня осталась в архиве. И он говорит: о, это любопытно. И он добавил своего видения, он добавил, и он все перевернул с ног на голову. И в итоге он половину оставил моего, половину добавил своего. И в итоге у нас программа называется, теперь я ее назвала «Накануне», а она будет проходить в новом сезоне в Доме актера. То есть она уже в репертуаре этой труппы в Доме актера. Спектакль «Накануне». Плюс ко всему у меня 2 программы предстоят в Доме ученых. В камерном зале я иногда 2 концерта я обязательно там показываю, посвященным кому-то из певцов того времени, 40-х годов. Обязательно один. И что-нибудь новенькое с новыми исполнителями напополам. Вот. Я надеюсь, что все это сбудется, осуществится. Давайте послушаем следующую песню в вашем А вот исполнении. давайте послушаем Юрий Эдельштейн. Он прислал мне однажды аудиокассету. И помните, еще такие были. Ну, конечно, И он конечно. прислал мне целую кассету, и я взяла из этой кассеты 2 произведения, которые вот и включила в этот новый диск «Свеча горела». Это Осипа Мандельштама «Нежнее нежного» и Бориса Пастернака «Мело-мело» называется. Мело-мело, да. Да, «Мело-мело». Давайте послушаем вот «Мело-мело». Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенья. И падали 2 башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла и жар соблазна. Вздымал, как ангел, 2 крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. Мело, мело по всей земле, во все пределы.
свеча горела на столе. Свеча Дорогие радиослушатели, вот все хорошее быстро заканчивается. Вот не успели мы с Галиной Михайловной начать беседовать, и уже эфирное время заканчивается. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли поговорить с нашей аудиторией. Я очень рада. Я преклоняюсь перед вашим талантом. Мне хочется пожелать вам творческого долголетия. Вот эта неиссякаемая энергия, которая лучится буквально вокруг вас, она полна доброты, любви к людям, любви к родине, любви к настоящему искусству и к настоящей советской и российской песне, к романсам и к тому самому сокровенному, самому нежному, самому дорогому для русского человека и для жителей России вообще. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям вот в конце нашей программы? Ну, уважаемые слушатели, пожалуйста, без уныния. Жизнь, она прекрасна как таковая. Это большой подарок, божественный подарок каждому из нас. Поэтому наслаждайтесь тем, что вы видите, слышите, то, что вы ходите по этой земле, и украшайте свое окружение, своих людей, друзей теплом души своей. Спасибо вам большое за добрые пожелания. Я просто еще раз хочу сказать огромное спасибо. Вам спасибо. И бесконечного счастья и бурных аплодисментов. Всего доброго. Всего доброго. В заключение мы послушаем песню «Русь». И вот, кстати, Виктор, это моя музыкальная проба, это моя музыка на очень хорошие стихи Розы Шорниковой. Я любуюсь твоей красотой, ты в цветущих садах подвенечных даришь мне и любовь, и покой, и раздолье в напевах сердечных наполняешь небес синеву песней вольной души журавлиною и пшеничную поле канву вышиваешь тропиночкой длинною. Русь, родная моя, необъятная, напоенная светом земля, и добром и людьми благодатная, ты надежда и радость моя. Рек изгибы в крутых берегах, где гармошка звучит с переливами, где малыш в материнских руках смотрит в небо глазами счастливыми, в грусти нежной ночного дождя или в танце зимы снега белого. Русь родная, вовек ты и я, две частицы единого целого. Русь, родная моя, необъятная, напоенная светом земля, и добром и людьми благодатная, ты надежда и радость моя.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.